Привет! Вы на канале Aeroportal. Совсем скоро наступит Новый год. Кто-то встретит боекурантов дома с семьей, кто-то в компании друзей, кто-то встретит этот праздник в другом городе или даже стране. Возможно, многие из вас об этом не задумывались, но в момент начала боекурантов над нами летят тысячи самолетов по всему миру, а в них находятся сотни тысяч пассажиров. Как же они встречают Новый год? Об этом вы узнаете в этом специальном предновогоднем выпуске. Перед тем, как мы начнем, не забудьте подписаться на нашу группу ВК. Это наш запасной аэродром, там тоже есть контент про гражданскую авиацию, а еще ваша подписка будет хорошим новогодним подарком от вас для канала. Ссылку вы найдете в описании. А теперь пристегните ремни безопасности, мы взлетаем. Начнем с того, что часть пассажиров попадают на такие рейсы по воле случая. Для другой части пассажиров такой рейс является спланированным началом своего путешествия на новогодних каникулах. А есть те, кто просто хочет встретить Новый год необычным образом и специально ищут именно такие рейсы и почти сразу возвращаются обратно. Но неважно, по какой причине пассажир оказался на таком рейсе. Факт встречи праздника на высоте нескольких тысяч метров над землей запомнится многим на всю жизнь. А если учесть разницу во времени при выполнении некоторых рейсов, то пассажиры могут успеть встретить целых 2 Новых года – в аэропорту вылета и на борту самолета. Так, например, может произойти при вылете после полуночи из Петропавловска-Камчатского в Москву. Также существует возможность дважды встретить Новый год в ходе одного рейса из-за той же разницы часовых поясов. Теперь переходим непосредственно к новогоднему рейсу. Когда на часах наступает заветная полночь, вместо привычного обращения президента вы услышите поздравление командира воздушного судна. Но, к слову, некоторые пассажиры заранее скачивают новогоднее обращение, которое уже вышло в эфир, к примеру, на Дальнем Востоке, и включают его на борту. После, как правило, бортпроводники раздают пассажирам бокалы с шампанским. Что касается пищевого рациона на таких рейсах, тут уже все зависит от щедрости авиакомпаний. Какие-то из них могут раздавать в дополнение мандарины, конфеты или даже салат оливье. Зачастую на борту такого рейса можно встретить Деда Мороза и Снегурочку. Детям они вручают специальные детские наборы от авиакомпании. Не оставляют без подарка и взрослых пассажиров. Для них в таких случаях на судно загружают сувенирную продукцию в соответствующей праздничной упаковке. Это могут быть шоколадки, вафельки и другое. Празднование в рейсе также отличается в зависимости от внутренних правил авиакомпаний, но возможность создания новогодней атмосферы есть у каждого на борту. Плюсом при наличии на борту развлекательной и мультимедийной системы пассажиры могут посмотреть новогоднюю подборку фильмов. Например, «Елки», «Один дома», «Ирония судьбы» или «С легким паром» и другие. У некоторых может возникнуть вопрос, а украшают ли самолет по случаю? Увы, но согласно правилам международной авиационной безопасности украшать самолет нельзя. Но это не мешает пассажирам и членам экипажа создавать новогоднюю атмосферу на борту своими силами. Например, вырезать снежинки из салфеток. А чтобы вы смогли хоть немного прочувствовать атмосферу новогодних рейсов, я собрал для вас несколько историй пассажиров, которым повезло влететь в Новый год в буквальном смысле этого слова. 31 декабря 2013 года мы с друзьями вылетали в Москву с острова Свободы. 2 недели на Кубе превратили нас в веселых, беспечных, загорелых людей. А теперь представьте, что на борту около 300 таких же пассажиров, которые успели перезнакомиться за время отпуска. Самолет большой, с креслами в 3 ряда, 2 проходами и без телевизоров. Как только командир экипажа разрешил отстегнуть ремни безопасности, салон превратился в праздничное пространство, где общаются, знакомятся, угощают друг друга. Через 40 минут после взлета мы начали обратный отсчет и встретили Новый год. Пролетали в этот момент где-то над Флоридой и Атлантическим океаном. Кульминацией праздника стал большой хоровод, который проходил почти через весь салон. Мы хором пели песни, смеялись, расспрашивали бортпроводниц о их работе. Очень интересно было узнать, как все устроено. Из 12 часов полета 4 часа мы точно веселились. Влететь в Новый год – шикарная метафора. Она приобретает особый смысл, когда ты впервые путешествуешь далеко и буквально летишь из 31 декабря в 1 января. Из зимы в лето. Из Европы в Азию. Мы с подругой встретили Новый год через 20 минут после того, как самолет убрал шасси. И хотя летели мы в Таиланд, на борту царила атмосфера европейского Нового года. Вряд ли в другой ситуации нас бы поздравили незнакомые люди на 9 разных языках. Я до сих пор не знаю, что именно мне говорили. Но это и не важно. Главное, каждый на борту был счастлив поделиться своим теплом и радостью наступающего праздника и отпуска. Полет длился 2,5 часа, и в 12:00 пилоты неожиданно по громкой связи поздравили всех с Новым годом, а стюардессы уже сами стали разливать пассажирам шампанское. Причем не дешевое советское за 100 рублей, а хорошее итальянское. После этого настроение хоп и взлетело вверх. Люди стали общаться друг с другом, чего не происходит на обычных рейсах. В салоне ощущалась искренняя новогодняя радость, подкрепленная шампанским.
При этом все вели себя прилично, и никто не переходил грань дозволенного. Еще несколько историй, а также цены на билеты новогодних рейсов вы можете найти в нашей группе ВК по ссылке в описании. А вывод по итогу всего вышесказанного можно сделать такой. Если однажды встретить Новый год в небе, он абсолютно точно станет особенным и запомнится на всю жизнь. На борту в таких рейсах царит необыкновенная домашняя и праздничная обстановка, а пассажиры на время перелета очень сближаются. А хотели бы вы встретить Новый год на борту самолета? Если да, куда бы вы полетели? Напишите в комментариях. Спасибо, что посмотрели и поставили лайк. Не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить наш следующий ролик. Поздравляю вас с наступающим Новым годом и до встречи в 2024 году!